Всем привет, кто любит автомобили. Начал периодически загораться чек. Едешь, и он вдруг взял и загорелся. По компьютеру никаких ошибок с памяти не выуживается. То есть что получается? Получается, что у нас какие-то проблемы с лямбда-зондом, потому что этот чек в этом автомобиле чисто на лямбда-зонд. Раз ругается лямбда-зонд, значит у нас какие-то проблемы со сгоранием топливной смеси. То есть лямбда-зонд фиксирует неправильную топливную смесь, чаще всего богатую. И вот начнем сегодня искать проблему этой истории, почему у нас загорается чек и как бы это все дело отремонтировать. Ездить с такой проблемой, когда горит ошибка на лямбда-зонд, то есть лямбда-зонд фиксирует неправильную топливную смесь, крайне нежелательно, потому что это очень быстренько убивает ваш катализатор, если, конечно, он у вас еще не вырезан. Здесь еще не вырезан, хочется его сэкономить, поэтому с этой проблемой ездить нельзя, потому что будет очень дорого потом в ремонте. Хотя при всем при этом автомобиль в принципе едет, никаких проблем нету. Но так как очень жалко катализатор, который стоит очень дорого, а на этом автомобиле их даже целых два, то надо эту ошибочку очень быстренько устранить, чтобы ее не было, чтобы потом не мучиться с катализаторами. Так вот, от чего такая ошибка может быть? Как ее диагностировать? Надо сразу смотреть, как ведет себя машина, когда возникает вот такая вот ошибка. В частности, этот автомобиль, когда возникала эта ошибка, начинал протраивать, то есть дрожит руль. А если уйти назад машины к заднему бамперу, то там четко слышно, как идет неправильный выхлоп с выхлопной трубы, не в такт работы двигателя, то есть неравномерно. Это значит, что ошибка плавающая. Ну, то есть неисправность плавающая, потому что если бы неисправность была постоянная, то неправильная работа двигателя в глушителе, то есть неправильный выхлоп из глушителя был бы неравномерный, а постоянный в такт двигателя. Но так как он не постоянный, а происходит периодически, не в такт работы двигателя, значит это поломка плавающая. То есть, то нет. Что бы это значило? И что мы сегодня будем проверять? Во-первых, эта ошибка может возникать, то есть эта поломка может возникать, когда барахлят свечи, барахлят катушки зажигания или их проводки. Могут быть, конечно, и другие причины, но в основном эти. Так что сегодня занимаемся осмотром катушек зажигания и особенно осмотром свечей зажигания, потому что катушки я снимал, там все было нормально, вряд ли с ними что-то случилось. Ну, может быть, какая-то барахлит. Посмотрим. Но мне кажется, что здесь, если катушки никак себя плохо не проявляли, и по ним нету никаких признаков неисправной работы, то, скорее всего, это не работает какая-то свеча. Вот сегодня будем заниматься свечами. Поэтому, не теряя время, снимаем катушки зажигания. Смотрим на их состояние. Это не очень сложно сделать, но, в принципе, никаких проблем с ними не было. Ну, здесь в первом цилиндре, кроме потеющего сальника, в принципе, никаких проблем не видно. Идем ко второму цилиндру. Это двигатель Nissan 16-клапанный, значит, у него есть свечные колодцы глубокие. И начинаем осматривать после снятия катушки свечные колодцы. Вот первый цилиндр. Сальник запотевший от масла, свеча внизу сухая. Второй цилиндр. Ну, сальник еле-еле запотевший, свеча внизу сухая. Третий цилиндр. Сальник сухой, свеча сухая. Четвертый цилиндр. А вот тут уже сальник нифига не сухой, проблемный. И внизу свеча тоже видно есть масло. Здесь, конечно, нету бассейна масла, как бывает. Если сальник пропускает, то туда набегает много масла. Тут такого нету. Но видно, что масло там присутствует. Значит, этот цилиндр потенциально проблемный. Из-за того, что там есть масло, пары масла, свеча может пробивать на сторону, то есть нормально не работать. Ну, сейчас берем компрессор, продуваем колодцы, чтобы мусора там не было, и вытаскиваем свечи. Часто спрашивают, как почистить колодцы, они же глубокие. Вот берете компрессор, современные компрессоры дают 8 атмосфер, не меньше. И 8 атмосфер вам с этого колодца выдают все, что есть. Вот с этого 4-го колодца летит всякая гадость, всякая бяка. И летит ее очень много. Ну а теперь дальше все просто. Берем ключик и откручиваем свечи. Осматриваем наши катушки после снятия. Видим, что две уже не родные, менялись.
а две еще родные, Delphi. Проблема была с третьим цилиндром, вот с этой вот катушкой. Осматриваем ее, никаких проблем вроде не видно. Если бы она где-то прошивала на сторону искра, то сразу было бы белое пятно, сразу было бы видно, что она шьет на сторону. По этой катушке, по внешнему виду, никаких проблем нету. Контакты целые, катушка целая. Следов прошивания искры нету. В общем, все тут хорошо. Так, четвертая катушка липкая, потому что в масле. Ну, там проблема с сальником в крышке. Сильно он еще не течет, но проблема небольшая есть. Так, и катушка сразу липкая. В общем, по внешнему виду никаких проблем нету. Будем звонить эти самые катушки. Но сейчас посмотрим сначала свечи. Вот свечи. Первый цилиндр, второй, третий и четвертый. Видно, на первом цилиндре свеча менялась, стоит уже Denso. Все остальные от одного комплекта НЖК. Притом, вот эта НЖК четвертого цилиндра, она, скорее всего, даже не из одного комплекта с этими двумя НЖК, потому что она немножко отличается по насечке. Вот эта насечка на этой свече другая, не такая, как здесь. Здесь мелкая. Здесь более крупная, более развитая. То есть эта свеча тоже менялась. Менялась на такую же НЖК, но менялась. То есть тоже не с родного комплекта. По маркировке все тоже. В общем, хозяин этой машины, который менял свечи, особо не заморачивался с тем, чтобы поменять сразу весь комплект, менял по одной. То есть экономил на ремонте. Сразу видно, что человек экономил на всем, что можно. Перестала работать одна свеча, одну и поменял. Перестала работать вторая свеча, другую поменял. То есть нету такого, что взял комплект и поменял. Ну, давайте посмотрим на эти свечи. Сразу по изоляторам видно, что четвертая свеча имеет корончатый разряд, то есть пятно масла возле самого металлического корпуса. Это нормально, потому что там проблемы с сальником на четвертом цилиндре. Значит, эта свеча работала в масляном тумане, значит, масло прилипло к этой поверхности. Если свеча работает в масляном тумане, то это нормально. На всех остальных такой проблемы нету. Ну, эту проблему в четвертом цилиндре с маслом мы видели, знаем, убедились. Так, ну ничего страшного в этом нет. Смотрим на изоляторы, особенно на третий цилиндр. Шьет ли по изолятору свеча? Не видно, чтобы она это делала. Если бы она шила, то здесь была бы черная дорожка, как ниточка. Если бы искра пробивала от корпуса на центральный электрод. Такого тут нету. В общем, никаких проблем ни на одной свече на корпусе не видно. Ну, а теперь смотрим, почему же я сказал, что проблема в третьем цилиндре. Переворачиваем свечи и видим, что третья свеча явно выбивается по цвету со всего стада. Значит, у нас третий цилиндр работает не так, как остальные. Везде свечи кирпичного цвета, в третьем цилиндре темно-кирпичного цвета. То есть она по цвету сразу отличается. Вот так вот покажу, чтобы было виднее. Третья свеча не такая по цвету. Она излишне закопченная. И первого цилиндра немножко закопченная, но не сильно. А третьего довольно сильно закопченная. Значит, третий цилиндр шлангует. В нем копоть. Значит, топливная смесь в нем горит не так, как в остальных цилиндрах. Значит, он протраивает. Вот наша проблема в третьем цилиндре. Притом эта проблема плавающая, не постоянная. И это хуже не бывает, когда проблема плавающая. Вот теперь наша задача определить, кто виноват. То ли проводка машины, то ли свеча, то ли катушка. Вот сейчас давайте проверим наши свечи. По сопротивлению свечи резистивные на этом автомобиле. Зазор должен быть 1,1 мм. Давайте начнем с зазора проверять. Берем китайскую шайбу для проверки зазоров в свечах. Здесь находим 1,1. Вот она, наша шкала. И проверяем свечу первого цилиндра, как она у нас проходит по зазору. Ведем. Смотрим. Чуть меньше, чем 1,1. Но, в принципе, где-то так. Возле него. Вторая свеча. Берем, ведем. Получаем тоже значение. Чуть меньше, чем 1,1. Но тоже около того. Наш любимый третий цилиндр проблемный. Ставим, смотрим, что у нас делается. Ведем.
А здесь зазор немножко меньше, чем у других, но не критический. То есть из-за этого зазора свеча бы так себя не вела. Можно считать, что нормальный зазор. Ну и четвертый цилиндр работал нормально. Значит, скорее всего, и зазор тут будет такой, как надо. Все нормально. С зазорами у нас все хорошо. Значит, проверяем свечи на резистивность. Берем наш мультиметр и смотрим, что нам показывает свечи. Меряем резистивную вставку, сколько она имеет сопротивления. Она имеет сопротивление около 3,3 килоома на первом цилиндре. В принципе, допустимо. Берем свечу второго цилиндра, один щуп на центральный электрод, меряем резистивную вставку. Какое у нее сопротивление должно быть возле 3,5 килоома. 4,3 килоома. Так, ну что-то вставка много показывает. Может быть, попал на сажу. Ну, все равно 4,3 килоома. Много. Значит, резистивная вставка немножко лишнего дает. Свечу надо почистить. Значит, там сажа. Так, третий закопченный цилиндр. Смотрим, что он показывает. На центральный электрод меряем резистивную вставку. 3,8 килоома. Ну, где-то около того. Четвертый цилиндр работал нормально, никаких проблем не должно быть. Меряем резистивная вставка. 3,5 килоома, все правильно. В принципе, все свечи нормальные, никаких отклонений нету. Ни по зазору, ни по сопротивлению резистивной вставки. Такая вот беда. Ну, у нас и проблема плавающая. Внешний осмотр ничего не дал, зазоры нормальные, сопротивление везде нормальные, в общем, ничего мы не нашли. И как нам найти эту проблему, если она плавающая? Хуже нет, если проблема плавающая. А у нас именно такая ситуация. Так вот, как выйти из такой ситуации, как понять эту проблему? Да, можно катушки и свечи подключить к приборам, погонять на приборах, и если есть какая-то плавающая проблема, то она вылезет. Но я стараюсь снимать видео для тех, кто работает в гараже, соответственно, таких приборов у них нету, потому что приборы стоят дорого, в гараже не нужны. Значит, как это сделать, не имея никаких приборов? Сегодня мы ничего не определим, но определим после пробегов 1000 километров на автомобиле. Чтобы найти плавающую неисправность, а мы явно видим, что у нас проблема с третьим цилиндром, но не знаем, где у нас проблема, то ли в проводке, может быть в управляющем канале на катушку проблема, может быть свеча брыкается при нагреве, потому что на холодную все параметры нормальные, может быть катушка при нагреве тоже брыкается, потому что сейчас визуально она нормальная, первичная обмотка тоже нормальная, но чек загорается тогда, когда резко давишь на газ, то есть много топлива льется и оно не сгорает, а может быть проблема в самом двигателе, потому что вот эта свеча третья, я ее еле открутил, она была очень сильно пережата. Так вот, если пережимаете, перезатягиваете свечу, то на ниссановских моторах очень часто лопает головка блока. И может быть эта головка блока там и лопнувшая. Визуально никаких проблем она не дает. Нигде дым не валит, нигде масло не капает. Проблем вроде нет. Компрессия во всех цилиндрах тоже вроде как нормальная. Компрессию мы сейчас, конечно, померяем, но это нам тоже вряд ли что даст. Потому что если бы там была трещина, то был бы в мусоре колодец третьего цилиндра, а он там чистый, как слеза, все хорошо. Скорее всего, трещины там, слава богу, нет. Компрессия будет вся нормальная во всех цилиндрах, я надеюсь. Значит, у нас проблема либо в свече, либо в катушке, либо в проводке. Как определить? Значит, все ставим на автомобиль. Но, допустим, третьего цилиндра свечу ставим на второй цилиндр и запоминаем, что мы туда ее поставили. А третью катушку меняем с первым цилиндром. То есть теми цилиндрами, которые у нас нормально работали. Если у нас неисправная катушка, в ней плавающая неисправность. У нас после 1000 пробега, после того, как возникнет эта неисправность, загорится чек на автомобиле. Разбираем все назад, вытягиваем свечи. И вот эта свеча будет такая, как третьего цилиндра свеча сейчас. То есть закопченная. Это значит, у нас проблема с катушкой. Если эта свеча нормальная, такая как сейчас есть, кирпичного цвета, значит катушка не виновата. Если у нас на втором цилиндре вот эта свеча станет нормального цвета, как все, значит свеча рабочая, свеча нормальная, она не виновата.
Если же она останется темной, как была, опять будет выбиваться со стада, значит виновата свеча, потому что она работает с заведомо исправной уже катушкой. Если вдруг у нас на третьем цилиндре опять свеча станет темной, закопченной, а мы сюда поставили заведомо исправную катушку с другого цилиндра, и заведомо исправную свечу, которая работала нормально на другом цилиндре, оно опять все закопченное, при исправной катушке, исправной свече, значит у нас проблема с проводкой. И вот таким вот образом, очень быстро, буквально через 1000 километров, мы узнаем, где у нас проблема. Вот сейчас все ставим на место, как я показал, и буквально через 1000-2000 километров при следующей разборке явно видим, где у нас проблема. Главное запомнить, как мы это все поставили, надо записать, чтобы не забыть. Вот такие вот дела. Ну а сегодня было вот такое вот видео. Кому понравилось, ставим лайк, кому не понравилось, но ставим лайк, потому что я очень жаден до лайков. И лично я вот пользуюсь таким методом в таких случаях, потому что найти плавающую неисправность — это целая проблема. Но таким методом можно. И не забывайте писать в комментариях, кто чего думает по этому поводу. Может, у кого какие есть другие варианты.